В Советском Союзе всегда относились к военно-воздушным силам НАТО с должным уважением. И даже если бы ВВС НАТО были способны одолеть ВВС стран Варшавского договора во время Холодной войны, находиться в воздушном пространстве над полем боя все равно было бы очень опасно. СССР уделял особое внимание наземным системам ПВО, как ракетным, так и артиллерийским. Позади меня находится одна из самых известных зенитных установок — ЗСУ-23-4. Она также носит название «Шилка» в честь реки. Она была разработана в конце 50-х, но на вооружение ее приняли только в 1965 году. Она задумывалась как зенитная установка, способная вести прицельный огонь на ходу для защиты танковых полков. «Шилка» оказалась одной из самых эффективных зенитных установок, когда-либо созданных, и она до сих пор широко используется. Всего было выпущено около 6500 машин. «Шилка» весит примерно 25 тонн. С топливным баком на 500 литров запас хода составляет чуть более 500 километров. Максимальная скорость — чуть более 50 километров в час. Машина оборудована фарами инфракрасного и белого света, поэтому она способна участвовать в операциях в ночное время. «Шилка» базируется на шасси ГМ-575, на которое в СССР в то время устанавливали штампованные катки. Подвеска торсионная. Очень простые стальные траки, соединенные одним пальцем. Пальцы закреплены болтами. На «Шилку» устанавливался шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 280 лошадиных сил. Машина получилась довольно мобильной. Однако самым важным в «Шилке» является ее счетверенная 23-мм пушка с водяным охлаждением и радиолокатор. Благодаря этому «Шилка» намного эффективнее и точнее, чем предыдущая ЗСУ-57-2. Экипаж состоит из 4 человек — механик-водитель, командир, наводчик и оператор радиолокатора. Место мехвода впереди слева, а остальные члены экипажа располагаются в башне. На них мы взглянем очень коротко. У мехвода стандартный набор педалей — сцепление, тормоз и газ. Прямо перед ним находится ручная коробка передач. 5 передач переднего хода, 1 заднего. Мехвод полностью изолирован от остальных членов экипажа. С его места нельзя попасть в башню. Единственное, что у него есть, это большой люк в передней части корпуса. По обеим сторонам от основного орудия находятся укладки снарядов. Всего 2000 снарядов. Это бронебойные, осколочно-фугасные снаряды или их разновидности. Ленты на 50 снарядов, по 520 снарядов для каждой из верхних пушек и по 480 для нижних. Огонь велся залпами от 2 до 10 снарядов за выстрел. По сути, это была система для ведения огня на воспрещение. Если удавалось подбить самолет противника — отлично. Если же нет, то «Шилка» все равно заставляла пилота сильно понервничать. Это своего рода моральное превосходство. Если пилоту не удавалось поразить цели залетящих в его сторону трассеров, значит, «Шилка» сделала свое дело. Она защищала технику, а значит, выполняла задачу, для которой создавалась. Место командира в левой части башни. От остальных членов экипажа его отделяет перегородка. В центре находится место наводчика, а место оператора радиолокатора справа. По меркам времени создания машины технологии здесь немного устаревшие. Электронных ламп тут больше, чем транзисторов. Радиолокатор установлен в задней части башни. Здесь также есть оптический прицел, так что если радиолокатор выходит из строя, бой можно продолжать вручную, используя прицел и самостоятельно выбирая упреждение. Прицел находится под бронированным колпаком, оснащенным пружинами. Между 4 стволами находится окно для вылета стрелянных гильз. Они вылетают вперед и в сторону. Когда «Шилка» ведет огонь, из-за высокой скорострельности гильзы вылетают сплошным медным потоком. Поэтому и используется водяное охлаждение стволов пушек. «Шилка» широко применялась во время войны во Вьетнаме и в арабо-израильских войнах. Машина особенно доказала свою эффективность во время арабо-израильских войн. Зенитно-ракетный комплекс «Куб» вынуждал израильские самолеты лететь низко над землей, где они попадали в зону поражения «Шилки». «Шилка» также оказалась крайне эффективной как машина поддержки наземной техники. 4 23-мм пушки наносили много урона. Особенно эффективны они были против легко бронированной техники и пехоты. В результате появилась афганская модификация «Шилки» с демонтированной радиолокационной системой. Пушки поднимаются на 85 градусов, так что только очень высокие скалы, горы или здания могли помешать «Шилке» вести огонь по цели.
Шилку легко узнать по характерной счетверенной пушке и коротким стволам, поэтому она стала любимой машиной американских солдат на тестах по распознаванию техники. Машина получилась очень успешной. Особенно эффективно Шилка проявляла себя в сочетании с эшелонированными системами ПВО, когда самолеты противника были вынуждены опускаться ниже и попадали в зону поражения Шилки. Из 6500 машин 2000 были экспортированы в другие страны. Данная машина была поставлена Национальной народной армией, то есть армией ГДР, и была выставлена на продажу во время ее расформирования. После объединения Германии она появилась на открытом рынке и впоследствии оказалась здесь, в Калифорнии, в коллекции Литлфилда. И не забудьте посмотреть обзор AMX-105, если пропустили, или откройте плейлист и узнаете, в каких еще танках мы побывали.